Лагман – это густой или жидкий суп с лапшой или лапша с более или менее густым соусом. Сказка. Всем привет! Я Семен, я нахожусь на своей кухне в Тель-Авиве. Сегодня готовим лагман. Я не претендую на единственный и неповторимый рецепт, я делаю свою версию, надеюсь, будет не скучно. Все, что нам сегодня понадобится, это предварительно нарезанные овощи, мясо, нарезанное как на бефстроганы, и специи, безусловно. Итак, начинаем. Масло разогрелось, самый раз опускать мясо. Я использую говяжью корейку, и поэтому обжарка длится недолго, минут 5-7. Опускаем лук, нарезанный полукольцами. Опускаем в казан пасту из давленного чеснока и имбиря, перцы сичуань и набор разных перцев-горошков. Сладкая паприка, молотая зира, гранулированный чеснок, молотый кориандр, молотый имбирь, корейский чили гочугару. Тщательно перемешиваем и продолжаем обжаривать мясо с луком и специями минут 5 на сильном огне. Закладка всех ингредиентов происходит непосредственно по китайскому принципу. То есть все продукты, прежде всего овощи, вводятся постепенно, в зависимости от времени их приготовления. У меня в руках две замечательные корейские пасты. Они относятся к основным используемым соусам в Корее. Нам они здесь абсолютно не помешают. Гочуджан и самджан. Продолжаем обжаривать и перемешивать уже все вместе. Начинаем закладывать овощи, морковь, кольраби и редиска. Посыпаем зернышками зиры, выкладываем помидоры, первый раз солим, перемешиваем и доливаем воду. Самый раз опустить один чили-перчик. Пока все тушится, нарезаем баклажан соломкой и опускаем в казан. Доливаем воду, она должна чуть-чуть покрывать содержимое казана. Опускаем еще одну порцию моркови. За ней цукини. Снова доливаем воду. И оставляем минут на 5. Пока нарезаем помидорки шерри. Нам нужна немножечко кислота в нашем лагмане. Опускаем томаты в казан к остальным овощам. Перемешиваем. Очень важно попробовать на соль. Досаливаем на самом деле мы постепенно. Все достаточно. Мы закладываем оставшиеся перцы и через буквально 3 минуты все закончим. И последний ингредиент – красный лук, нарезанный перышками. Все готово. Тушим и переходим к вермишели. На самом деле настоящий лагман делается вручную, дома, замешивается тесто, но мы ограничиваемся спагетти, и это то, что будет сегодня, и совсем неплохо. Извлекаю спагетти, скручиваю и опускаю в кипящую воду. Помогаю спагетти утонуть и перехожу к финалу. То есть нарезки зелени до гарнира. Пробуем, насколько готова наша паста. Все готово. Пора попробовать.
Первое. Накладываем вермишель. Немного зелени. Опа. И у нас есть еще пару цветочков таких, очень красивых. Оп. И съедобных. Настурция. Всем приятного аппетита! Если вам понравилось наше видео, вы знаете, что делать. Лайк, комментарий, подписки. Будем рады. Приятного аппетита!